Друзья, всем привет! Рад вас приветствовать опять на своем канале. И сегодня речь у нас пойдет про климатическую систему и советы и доработки в Geely Coolray. Соответственно, первое, что мы можем заметить, как у нас изменился Android Auto, которого в стоковой прошивке у нас нету. Но на моих плейлистах, где я показываю все советы и доработки с моим автомобилем, я все показываю, вы можете увидеть инструкцию, как можно сделать Android Auto в своем автомобиле и прошить головное устройство для того, чтобы пользоваться вот таким образом со своим смартфоном. Очень удобно, все здорово. Пока я мою автомобиль на умной мойке, кстати, промокод есть в описании, на первую мойку 50% скидки. Всегда пользуюсь, и машина у меня в пленке, и оттирает замечательно. Не знаю, кто что там говорит, но вполне все замечательно работает. Заехал я сюда неспроста. Дело в том, что, как мы все помним, мы боремся со своим Geely Coolray с запотеванием лобового стекла. На данный момент у меня обработано стекло антизапотевателем, которого хватает на примерно 1,5 месяца. Потом нужно делать дополнительную обработку. Ну, в целом, обработка на мойке стоит 300 рублей. 3 раза в сезон, в принципе, можно ее делать. Антизапотеватель, в принципе, справляется. У меня используется Лавр. Ну, просто то, чем пользуются на мойке, это не реклама. Сам факт, что все-таки, в принципе, антизапотеватели работают. Но мы потом посмотрим именно, как они работают при выезде из мойки, так как кондиционер, климатическую систему я выключил. И мы посмотрим, как сейчас у нас все запотеет. Посмотрим, как будет все меняться ситуация. Также, как мы знаем, еще у нас есть дополнительная шумоизоляция, которая якобы нам мешает для лучшей проводимости воздуха в багажнике. Я тоже решил попробовать, посмотреть и убрать дополнительную вот эти губки из непонятного такого материала. Итак, друзья, багажник Geely Coolray. Вот такой вот поролон лежал вот в этой нише сверху. Снял его для того, чтобы проверить, насколько все-таки улучшится запотевание в автомобиле. Он очень плотный. Кузов, вот мы видим виброизоляцию на средней части. И смотрите, что хочу показать. Значит, мы все знаем, что здесь у нас этот элемент оцинкованный. Смотрим внутреннюю часть. Если мы берем верхнюю часть, оцинковка есть. Если берем нижнюю часть, оцинковки нету. Вентиляция. И вот тут у нас расположен войлок. Вот его можно увидеть. Многие также его снимают, но я думаю, смысла в этом нету. И вот здесь расположены как раз жабры, которые у нас открываются при открытии. Открываем дверь. Такие уплотнители в левой части, там уже идет горловина бензобака, и тут уже виброизоляции никакой нету. И посмотреть, насколько будет все-таки лучшая ситуация с запотеванием, именно если у нас в машине используется, допустим, 4 человека. Пока эксплуатирую данный способ неделю, с запотеванием пока, в принципе, боковых задних стекол у меня проблем нету. Но все-таки, возможно, как-то влияет обработка дополнительным этим средством от антизапотевания. Но также и у нас есть проблемы с климатической установкой. Не забудьте подписаться в чат. Появилась информация, что дилеры приглашают владельцев. Мне отписались в чат 2 человек, которые приехали к дилеру. Один был в Ярославле. И вроде как пригласили на прошивку климатической установки, и со слов владельцев стало все замечательно работать. Делал прошивку климат-контроля, стало чуть-чуть лучше, но не более чем на 20%, потому что жар первые 30 минут он также сохраняется. Поэтому просто на тот момент, когда я это делал, год назад, наверное, или может больше, этот эффект особо не давал результата. Интересно, как поменялась ситуация сейчас. Поэтому, друзья, те, кто знает какую-то либо информацию, версию, прошивку, скиньте, пожалуйста, мне в чат, чтобы понять, новое ли это решение или забытое старое. Очень будет интересно от вас почитать. Ну а пока робот-мойка делает свое дело, отмывая всю грязь моего автомобиля. Кстати, даже пока запотевания я не вижу. У нас за бортом -3.
Обычно в это время все у нас запотевает очень сильно. Ну, посмотрим. Ну да, в принципе, нормально. Появилось новое решение, которое кардинально меняет ситуацию с обдувом лобового стекла. И в этом ролике вы подробно узнаете, что поменяется. Итак, друзья, выехал я из бокса. Ну и, на удивление, у меня ничего особо не запотело. Кондиционер у меня сейчас выключен. Давайте мы его включим, направим на лобовое стекло. Ну и в принципе вот обычно вот эти уголки у нас сильно потеют. Фильтр я меняю периодически часто, примерно 7 тысяч километров. Ну и сейчас вот видно даже то, что боковые зеркала у меня немножко запотели. Тоже включим обогрев, чтобы их осушить. Ну, в целом, да, довольно-таки сложно сделать так, когда ты пользуешься специальными средствами от запотевания, чтобы лобовое стекло принудительно запотело. Итак, друзья, проехал я 5 минут без кондиционера, и можно увидеть, как боковые у меня практически полностью затянуло. Слева есть тоже затягивание. И давайте посмотрим, как справится стандартная обдув в лобовое стекло. Ставим только лобовое. Ну и давайте увеличим скорость на максимум. Ну, да, эффект, конечно, есть, но видно, что распределение потока воздуха не совсем корректно, особенно если вы будете ехать в направлении лоб и ноги, и, ну, допустим, на третьем или четвертом делении у вас не так быстро будет все отпотевать. Здесь же, во-первых, мы получаем жар печки, если чисто у нас идет такая настройка, ну, не всем комфортно так будет ездить. Ну и вот можно увидеть, что уголки также распределяются неправильно. У меня уже, можно сказать, полностью отошло лобовое стекло, но вот здесь вот оно запотевание. Надеюсь, камера вам это передает. Ну, сейчас, я думаю, было видно. То, что сам распределение потока воздуха здесь идет неправильно. Причем, друзья, хочу сказать еще один интересный момент. Я езжу с трубкой в кондиционере, езжу достаточно уже долго, в районе 2 месяцев. И вот в этом положении, если вы ставите ноги и лоб, ставите 20 градусов, и первые при запуске 30 минут у вас будет идеально работать климатическая установка. Потом же, конечно, вы уже будете докручивать 22 градуса и вплоть до 24, чтобы было более комфортно, температура в районе 20 градусов по факту. Если вы уберете режим ноги, то либо в среднем положении, либо в лобовом у вас будет уже идти более горячий воздух. И хочу к чему это сказать, потому что решение с изменением конструкции и добавление патрубка в воздуховод для ног, это действительно пока самое настоящее решение, чтобы нам с вами избавиться от дикого жара к нашей климатической установке. Но про прошивку тоже до сих пор интересно, изменили они это или нет. Ну вот, проехали мы достаточно много. Левая у нас также затянута, и это тут еще, я напомню, стекла у меня все обработаны антизапотевателем. И вот здесь наглядно видно, что, надеюсь, вот так вам будет видно, что именно уголки по бокам лобового стекла у нас не отогревается. Здесь можно что-нибудь даже нарисовать. Ну, а почему я пользуюсь именно умной мойкой в зимнее время чаще всего? Так как просто смыть реагенты на днище автомобиля проще всего на данной мойке. За 6 минут и 450-550 рублей, в зависимости от робота, мы получаем очистку от реагентов вашего днища, соответственно, продлеваем срок службы вашего автомобиля. А теперь, друзья, я хочу рассказать о решении, которое изобрели в Liana Market. Также ребята запатентовали свою технологию по созданию на 3D принтере вот таких специальных дефлекторов,
которые монтируются в наш воздуховод для лобового стекла. Они купили битую приборную панель и уже методами проб и ошибок экспериментировали и полностью сделали вот такие дефлектора с направлением воздуха. Сейчас вы можете вот прям наглядно увидеть, как они могут полностью поменять направление потока воздуха. Вот мы видим, это правый дефлектор, более маленький слева. Как раз по теории и, конечно же, на практике мы будем проверять, они должны направлять нужный поток воздуха на всю площадь лобового стекла, чтобы у нас не было таких проблем, как это было обычно. Так что огромное ребятам спасибо большое, что они занялись разработкой вот такой замечательной нужной доработки, которую до сих пор не могут сделать в новых версиях Geely Coolray. Машине уже 3 года, а вот наши энтузиасты и, собственно, клубы пытаются совместными усилиями делать какие-то реальные варианты для того, чтобы исправить конструктивные проблемы в своих автомобилях. Не только в Geely, но и в Liana Market вы также сможете приобрести дополнительные заглушки. Стоит, кстати, очень дешево для Aero GLONASS. Многие сейчас автомобили приходят без Aero GLONASS, и с помощью данной заглушки вы сможете закрыть ненужное вам техническое отверстие. Тоже замечательно, стоит дешево. И, конечно же, ссылочка на данные дефлектора будут в описании. Напомню, ребята из Liana Market также продавали и обычные дефлектора. Они были разработаны не ими, а в свободном доступе какой-то умелец также на Geely Coolray смог спроектировать на 3D принтере модель, и ее они просто распечатывали. Делали не только они, но и многие фирмы. Но в этом случае с разработкой данного дефлектора ребята разрабатывали с помощью своих сил и, конечно же, практики, благодаря которой они смогли сделать нужное направление потока воздуха. И за это отдельно им спасибо. Ссылочки будут в описании на данную доработку. На Aero GLONASS также будут ссылочки в описании. И сейчас хочу вам также продемонстрировать дополнительные вставки в сетку радиатора. Если у вас нету сетки в радиаторе, вы можете купить комплект. Есть 3 вида вставок, которые вы можете посмотреть на сайте и заказать нужную для вас. Действительно, люди пишут, что они защищают от камней и всякого прочего мусора, который летит с дороги. Также, друзья, в Liana Market можно будет покупать комплекты для ТО вашего автомобиля. И данные доработки касаются не только Geely Coolray, много запчастей есть на Geely Atlas, Geely Tugela и Suzuki. Я думаю, в дальнейшем ряд доработок будет пополняться ребятами из Liana Market. Для установки защиты в нижнюю часть радиатора лучше разложить заранее и по схеме вмонтировать в бампер. Слева не установлены. Справа уже вставки установлены. И получился вот такой контраст. И финальный вид выглядит прям замечательно. Решил сделать тест. Слева нету воздуховода дополнительного, справа есть. Ставим индикатор в виде обычного стикера, увеличиваем скорость подачи на лобовое стекло и мы видим то, что еле-еле появляются какие-то колебания. Итак, и теперь давайте посмотрим, как обстоит ситуация справа. Наглядно видно эффект. Перед тем, как будете устанавливать дефлектор, будьте весьма аккуратны и внимательны. Есть некоторые нюансы. У меня 2 типа. Первый тип — обновленная версия, которую можно будет приобрести в Liana Market. И первая версия, она уже была пробная, тестовая, и, как выявили практики, в том числе и я, механизмы были не особо сильно усилены. И вот даже у меня они сломались на 2 этих дефлекторах. Поэтому будьте предельно аккуратны. Сначала вы фиксируете за центральный воздуховод вот эти 2 крепления. И уже потом натягиваете боковые слева и право. Только в таком положении у вас ничего не сломается. И
очень рекомендую это делать в теплом месте и чтобы сам пластик уже был заранее теплый. Как мы все знаем, при морозе пластик очень сильно дубеет и становится хрупким. Ну и вот тут наглядно прям можно сравнить разницу в партиях. Тут уже конструкция более усилена, сами крепежи чуть-чуть толще, и сейчас я буду их устанавливать. Заранее кладете дополнительный дефлектор на воздуховод и видите сами места посадочные для фиксации воздуховода. Вот этот слева крепление и справа мы нажимаем двумя нажатиями на них и фиксируем. Как итог, мы можем увидеть вот такую финальную картину. Будьте предельно аккуратны, чтобы не поломать сами крепления. Итак, дефлектор у нас установлен, и теперь мы пробуем ту же самую манипуляцию. Отодвинул наш индикатор чуть подальше, для чистоты эксперимента, и повышаем поток воздуха на максимум. Обдув теперь работает идеально. Тестируем стоковый дефлектор справа. Зафиксировали. Теперь ставим дефлектор. Итак, дефлектор у нас установлен. Пробуем ту же самую задачу. Что же, друзья, я считаю, это видео надо отправить заводу, чтобы они купили себе 3D принтер и изобрели точно такое же решение, потому что ребята из Liana Market действительно проделали огромнейшую работу по созданию с нуля правильно спроектированного дефлектора для изменения потока обдува лобового стекла. Я пользовался, тестировал вот такие варианты заглушек, честно, эта штука не работает особо, она меняет поток воздуха, но неправильно. Здесь же мы видим изменение потока воздуха, даже вот наглядно я вам продемонстрировал. Даже и достаточно просто провести руку до и после, и вы будете понимать то, что у вас идет обдув вашей ладони. За 2 дня тестирования данного дефлектора я в восторге, никаких запотеваний я не наблюдал. Поэтому могу рекомендовать данную покупку. Жалко, что завод не думает о своих владельцах и все-таки не хочет ничего дорабатывать сам. Итак, друзья, вот я вам и показал самые главные доработки своего автомобиля. Будем дальше тестировать данные интересные решения для обдува лобового стекла. Будем смотреть, и самое главное, я все расскажу в своем телеграм-чате. Не забудьте подписаться. Можете скидывать свои доработки, интересные вопросы. Всегда приглашаю вас в чат владельцев Geely Coolray. Ну и в целом все новости тоже скидываю сюда. И пару слов по поводу 3D вставок. Да, я знаю, что есть люди, которые просто против сеток в нижнюю часть бампера, но каждый выбирает сам за себя. Лично я выбрал именно такой путь, чтобы дальше эксплуатировать свой автомобиль. Поэтому, друзья, не забудьте подписаться на канал. Всем здоровья, удачи и до скорых встреч. Пока, друзья.